Ты открываешь телефон всего на минуту, и внезапно прошло 40. Заказываешь еду, после которой обещал себе чувствовать себя лучше. Откладываешь важное дело, хотя прекрасно знаешь, завтра будет только тяжелее. Самое странное, ты понимаешь последствия прямо в момент выбора. Так почему же снова выбираешь то, что тебе вредит? Короткий ответ звучит неприятно. Мозг не обязан выбирать то, что полезно тебе через месяц. Он охотнее выбирает то, что быстро снимает напряжение сейчас. Но это не приговор и не доказательство слабой воли. Сегодня разберем 4 ловушки повседневности и соберем систему, которая помогает принимать решения без ежедневной драки с собой. Первая ловушка – настоящее всегда кричит громче будущего. В поведенческой науке это связывают с временным дисконтированием. Чем дальше награда, тем меньше ее субъективная ценность. Ты можешь хотеть здоровое тело через год, но пицца уже светится на экране. Хочешь закончить проект в пятницу, но короткое видео обещает удовольствие через 1 секунду. Будущее предлагает дивиденды. Настоящее машет наличными. Иногда это объясняют фразой «наш мозг застрял в саванне». Это красивая, но слишком простая история. Правильнее сказать так: механизмы, полезные в среде с дефицитом и неопределенностью, попали в мир, где быстрые награды доступны круглосуточно. Калорийная еда больше не требует охоты. Новая информация не требует путешествия. Социальное одобрение помещается в красный значок. Вторая ловушка – непредсказуемая награда. Ты обновляешь ленту и не знаешь, что появится следующим: скучный ролик, смешной мем или сообщение, которого ждал весь день. Именно неизвестность заставляет проверять еще раз. Дофамин здесь не стоит на сцене с табличкой «Удовольствие». Он участвует в обучении, мотивации и обновлении ожиданий. Когда результат оказывается лучше или неожиданнее прогноза, мозг получает сильный обучающий сигнал «повтори действие». Поэтому иногда рука открывает приложение раньше, чем ты успеваешь сформулировать желание. Это уже неосознанное решение в полном смысле, а выученная связка: скука, телефон, тревога, телефон, сложная задача, конечно же, телефон. Мозг не испорчен. Он просто великолепно выучил урок, который ему повторили несколько тысяч раз. Третья ловушка – невозвратные затраты. Ты досматриваешь скучный фильм, потому что уже потратил час. Продолжаешь проект, который давно потерял смысл, потому что вложил в него деньги. Остаешься в игре, где уже не весело, потому что жалко прогресс. Но прошлые затраты не вернутся независимо от следующего решения. Полезный вопрос звучит так: если бы я не вкладывал сюда время и деньги, выбрал бы я это сегодня? Если ответ «нет», прошлое пытается купить твое будущее за деньги, которых уже не существует. Закрыть фильм на 80-й минуте, не потерять 80 минут. Это спасти оставшийся вечер. Четвертая ловушка – предвзятость подтверждения. После решения мозг превращается в адвоката. Купил дорогую вещь, замечаешь хорошие отзывы. Поверил в чудесный способ похудеть, запоминаешь истории успеха и пропускаешь провалы. Вступил в спор, ищешь не правду, а боеприпасы. Это удобно, не приходится каждый день пересобирать картину мира с нуля. Но удобство становится ловушкой, когда ошибка защищает сама себя. Противоядие – вопрос, который почти никто не любит. Какой факт заставил бы меня изменить мнение? Если такого факта не существует, перед тобой уже непроверяемая идея, а маленькая домашняя религия. Теперь главное – как не проигрывать этим механизмом каждый вечер? Первый принцип – не усиливай волю, меняй расстояние. Вредное действие должно стать чуть сложнее, полезное – чуть проще. Удали приложение с первого экрана. Выйди из аккаунта. Не держи сладкое на столе. Положи книгу на подушку, а спортивную форму рядом с дверью. 5 лишних секунд иногда полезнее 5 мотивационных видео. Второй принцип – правило 10 минут. Не запрещай себе награду навсегда. Скажи: я могу это сделать, но через 10 минут. За это время выпей воды, пройдись или сделай первый крошечный шаг к важной задаче. Желание может остаться, но автоматическая реакция успеет превратиться в выбор. Третий принцип – план «если то». Не «я буду меньше сидеть в телефоне»,
Если я потянусь к телефону во время работы, то положу его экраном вниз и сделаю еще один маленький шаг. Не «начну заниматься спортом», «если наступит 7 вечера в понедельник, я надеваю кроссовки и выхожу хотя бы на 10 минут». Конкретный сигнал связывается с конкретным действием. Четвертый принцип – заранее придумай условия остановки. До начала проекта реши, при каких результатах ты его пересмотришь. До покупки определи максимальную сумму. До спора спроси, какие данные изменят твою позицию. Решение, принятое до эмоциональных вложений, обычно честнее решения после них. А теперь эксперимент на 7 дней. Выбери только одну повторяющуюся ловушку. Не пытайся стать новым человеком к понедельнику, это еще одна ловушка. Запиши 3 вещи: какой сигнал запускает поведение, какую быструю награду оно дает и какое препятствие ты добавишь. Например, когда мне скучно, я открываю ленту, чтобы получить новизну. На неделю убираю приложение с телефона и смотрю его только через браузер. Цель не в том, чтобы никогда не ошибаться. Цель — заметить момент, когда решение еще можно изменить. Ты не обязан побеждать собственный мозг. Гораздо умнее перестроить окружающую среду так, чтобы мозгу стало легче выбирать полезное. Напиши в комментариях, какая ловушка узнается сильнее всего: телефон, еда, прокрастинация или невозвратные затраты. И подпишись на «Факт-сдвиг». Здесь мы не ругаем мозг за странности, мы выясняем, как ими управлять.